Сергей Александрович, скоро будут выборы в Америке, за исходом которых все будут с интересом следить. Можно уже от вас получить какой-то прогноз? И как итог скажется на российско-американских отношениях? Каковы будут последствия? Ну, во-первых, мне представляется, что выборы в США с высокой вероятностью закончатся победой Барака Обамы. Это мой как аналитика прогноз. Это связано не только с рейтингами как таковыми, не только с тем, что из 3 раундов дебатов в 2 Обама победил. Это связано с тем, с некой такой более внутренней, что ли, кухней. Я могу сказать, что на съезде республиканской партии Митт Ромни, конечно, многие называли откровенно неудачником. Да, они сами не верят, что он победит. Кроме этого, у американцев уже есть специфическая система выборов. И есть штаты твердо республиканские, есть штаты твердо демократические. Там не так важно, какой у них там рейтинг, да, если уж точно известно, что они своих выборщиков полностью пошлют за ту или иную партию. А есть штаты, которые колеблются, и вот, собственно, ситуация в них и зависит. И если вы, наверное, знаете, что сейчас все в Огайо, там, да, так вот, из этих колеблющихся штатов, которые отвечают Огайо, прежде всего, Айову, Вирджинию, Северную Каролину, Колорадо и Флориду, там достаточно все-таки определенно побеждает Барак Обама. Поэтому я думаю, что Барак Обама победит и останется. Плюс я думаю, что вот этот ураган, где вроде бы американские власти эффективно достаточно действовали, он тоже поможет Бараку Обаме приобрести какие-то дополнительные голоса. Как победа Барака Обамы повлияет на российско-американские отношения? Позитивно. Дело в том, что Митт Ромни, он сам не имеет никаких взглядов внешнеполитических. Поэтому если бы Митт Ромни победил, может быть, он отдал бы власть тем, кто правил при Джордже Буше, занимался внешней политикой, то есть группировки неоконсерваторов. И тогда бы это было трагедией. Вообще я считаю, что у современного мира есть 2 главных врага. Аль-Каида и американские неоконсерваторы, которые создают современный мир. Третий еще наркомафия, да. Значит, действительно, это американские неоконсерваторы поставлены в один ряд с Аль-Каидой и наркомафией. Их влияние чудовищно по негативности, кстати говоря, для Америки тоже, да. Для Америки это такие же практически враги, и, конечно, будет в свое время переосмысленно. И как вот маккартизм в свое время был у них, американцы осудили, точно так же они осудят этот неоконсерватор как такое, это безусловное зло. Может быть, Митт Ромни может какому-то и другим людям дать контроль над основными ресурсами внешней политики, тогда может не так плохо быть. Но у Митта Ромни еще какие-то есть вот эти вот остатки холодной войны идут от этих советников. А у Барака Обамы и среди советников почти нет людей с менталитетом холодной войны. Даже если взять какого-нибудь Бжезинского, да, он же ненавидит Россию не потому, что от холодной войны, а потому что он польский националист. Но кроме этого, Обама сам не обладает вот этим наследием холодной войны, и его советники, большинство тоже свободны от стереотипов холодной войны. И они ориентированы на то, что Россия не враг, а стратегический партнер, с которым нужно уметь простраивать отношения, что Россия трудный партнер, нужно с ним нормальным образом работать. Перезагрузку мы сделали вместе с Бараком Обамой по его инициативе, то есть убрали весь тот негатив, который был при Джордже Буше, и сейчас начала формироваться какая-то позитивная повестка дня. И я думаю, что Барак Обама в состоянии ее сформулировать, в состоянии даже разрешить те проблемы, которые казались раньше неразрешимыми. В частности, по противоракетной обороне или по столкновению на постсоветском пространстве. Если бы не Барак Обама, Виктор Ющенко не был бы президентом Украины. Поскольку Барак Обама сказал: украинцы имеют право сами избрать, кого хотят. Мы не должны украинцам никого навязывать. Если бы не Барак Обама, к власти в Грузии не пришла бы оппозиция. Потому что Обама запретил, по сути дела, Саакашвили
фальсифицировать выборы, и он запретил Саакашвили репрессировать оппозицию. А что Саакашвили собирался делать, между прочим? В планах у Саакашвили там были аресты, репрессии там, и так далее. Но жестко совершенно Вашингтон при Обаме запретил Саакашвили это делать, тем самым способствовал как бы улучшению ситуации и российско-грузинских отношений тоже. Поэтому я очень оптимистично смотрю на российско-американские отношения после победы Барака Обамы. А если обратить взор немножко на другую тему, которая тоже всех сейчас волнует, это Иран, в частности, американо-иранские отношения. Какие ваши прогнозы? Мне представляется, что американцы не спешат бомбардировки Ирана. Американцы считают, что еще там достаточно много лет пройдет, и как раз нужно с Россией и с Китаем сотрудничать для того, чтобы все-таки блокировать военную программу Ирана. И здесь наш общий стратегический интерес совпадает. Другое дело, что мы с американцами расходимся, потому что американцы по тактике. Американцы считают, что нужно угрожать Ирану, и тогда Иран испугается и прекратит военную программу. А мы считаем, что нужно, если мы будем угрожать Ирану, то наоборот он будет стараться приобрести ядерное оружие, чтобы себя сохранить безопасность, а мы наоборот должны создать ощущение безопасности Ирану. И тогда Иран согласится прекратить свою вот эту военную ядерную программу. Поэтому по Ирану мы должны, так сказать, в конечном итоге перетащить американцев на нашу позицию тактическую, исходя из общего стратегического видения. Кроме этого, американцы хотели блокировать региональное влияние Ирана. Но мне кажется, это невозможно, поскольку Иран ведущая шиитская страна, а шиитов много в других странах. Это было бы ошибкой. Мне кажется, американцы слишком подчиняются Саудовской Аравии. Мы должны доказать им, что они не должны, что США не должны быть марионетками Саудовской Аравии. Есть еще Израиль, который хочет отбомбить Иран, но Штаты не дают этого делать, потому что, чтобы Израиль отбомбился по Ирану, ему нужны специальные вакуумные глубокого, так сказать, действия бомбы. Они-то очень дорогие, штучные товары, американцы не дают просто так. Кроме того, израильским самолетам, чтобы бомбить Иран, нужно, чтобы вернуться назад, им нужна дозаправка в воздухе. Им нужна навигация на территорию Ирака, они это могут получить только американцы это не дают. Поэтому американцы на сегодня выступают все-таки сдерживающим фактором, который не дает развязаться вот этой большой войне с Ираном. Мне кажется, если победит Барак Обама, эта политика будет продолжаться.